сын Лукашенко. Отец собрался бежать в Америку и хочет насильно забрать меня с собой. Ситуация неоднозначная. Как стало известно, белорусский принц Николай, третий и самый любимый сын нынешнего президента, говорит о том, что его отец собирается уходить с поста из-за колоссального давления и бежит в Америку. По словам Николая, тучи над его отцом сгущаются и нагнетают ситуацию многочисленные демонстранты в столице и других городах, которые ходят колоннами, словно армия, и держат флаги белого и красного цветов. Николай уточняет, что Александр Лукашенко по ночам постоянно висит на телефоне, ведет оживленные разговоры с неизвестными людьми. Скорее всего, Александр задумал совершить дерзкий побег в Америку, если ситуация станет абсолютно критичной. В последнее время он перестал нормально спать и питаться. Даже вещи, которыми увлекается президент, не доставляют ему удовольствия. Лукашенко стал раздражительным и нервным, руки постоянно трясутся, и сам он дрожит, как осиновый лист, гонимый ветром, в позднюю осень. Метания Александра понятны, его шаткое положение усугубляется и тем, что страдают люди, которые вообще не имеют отношения к митингам. Это заставляет увеличиваться количество протестующих, и революционная армия становится сильнее с каждым днем. Александр Лукашенко перестал доверять кому-либо. Даже в самых близких президент подозревает врагов и оппозиционеров, желающих свергнуть его с поста. Даже по фотографиям видно, как Лукашенко постарел буквально на 20 лет после сфальсифицированных выборов в Беларуси. Семейные страсти, разлад в семье Лукашенко. Многие думают, что семья становится менее важной для детей, когда они переходят в подростковый возраст. Лукашенко не является исключением. Верно, что семейные отношения меняются в подростковом возрасте. У большинства молодых людей и их семей в эти годы бывают взлеты и падения, но к позднему подростковому возрасту ситуация обычно улучшается, когда дети становятся более зрелыми. А семейные отношения, как правило, остаются крепкими на всем протяжении. Но президент Беларуси крайне мало уделял внимания своей семье, особенно сыну Николаю. Поговаривают, что батька крутил шашни с молодыми девушками и посещал некоторые заведения, которые не должны посещать порядочные люди. На фоне всего этого Николай был предоставлен самому себе. Денег у паренька было в достатке, и он тратил их, как подобает молодому представителю золотой молодежи. По словам Николая, с ним Галина и Александр никогда ни в чем не сходились во взглядах. Когда я был моложе, все было просто: одежда, то, как я выбрал прическу, или фильмы, которые я хотел посмотреть. Но когда я стал старше, я обнаружил, что есть еще много вещей, о которых мы не можем сойтись во мнениях: мой выбор друзей, то, что я хотел бы изучать в университете, политические вопросы или то, как я решил проводить выходные. Николай уехал, чтобы учиться в университете в другом городе. Переезд из дома полностью расширил его взгляды на мир и изменил его мнение по многим вопросам. За последние 2 года он встретил самых удивительных людей с необычайно разнообразным опытом. В круг друзей входят люди с разными религиями, убеждениями, ценностями, культурами и разными подходами к жизни. Но самое замечательное в том, что, по его словам, друзья уважают мнение друг друга. Он научился сомневаться в том, чему меня учили, и не всегда соглашаться только потому, что так думают все остальные. Но, к сожалению, мать Николая была с ним не согласна. Первые пару раз, когда он приходил домой навестить родителей, ему было очень трудно с этим справиться. Ему было трудно справиться с тем, что он не мог так свободно выражать свое мнение, как когда был вдали от дома. Его мама не обязательно соглашалась с его искренним отношением к жизни. Николай очень расстраивался из-за того, что родители не соглашались с тем, что он делал. И сейчас Лукашенко вроде вспомнил о своем долге отца. Пытаясь спасти сына, вечный лидер Беларуси пытается насильно забрать его с собой в Америку. Все это еще больше усугубляет конфликт в семье Лукашенко. И так натянутые отношения членов этой семьи готовы вот-вот порваться. Краткий бриф: к чему привели опасные игры больших дяденек. Господин Лукашенко, которого часто называют последним диктатором Европы, десятилетиями танцевал между Россией и Западом, натравливание друг друга на борьбу, пытаясь удержать на плаву разваливающуюся экономику своей страны и остаться у власти. Господин Лукашенко, который, казалось, пытался скрыть свои внутренние проблемы предполагаемыми угрозами извне, ранее сказал, что он обеспокоен военными учениями НАТО с участием Польши и Литвы, западных соседей, которые осудили его победу на выборах как фальсификацию.
Он сказал, что НАТО имело эскалацию и наращивание вооруженного компонента вдоль границы с Белоруссией, что беспокоит наших военных. Он также обвинил протестующих в том, что они следовали сценарию цветной революции, имея в виду прошлые народные восстания, которые поддерживал Запад в Украине, Грузии и других бывших советских республиках, и утверждал, что элементы внешнего вмешательства уже проявились. Представляя своих оппонентов в качестве поддерживаемых Западом агентов потенциальной цветной революции, Лукашенко сыграл на давно принятой Кремлем теории заговора, согласно которой беспорядки на бывшей советской территории никогда не вызываются местными жителями, а всегда являются результатом махинаций со стороны западной спецслужбы. Все телодвижения Лукашенко привели к тому, что он поссорился с Владимиром Путиным. И как следствие Россия отказалась содействовать в поддержке текущей власти в Беларуси и намеревается оказывать всестороннюю поддержку революционерам, вплоть до ввода войск на территорию государства. Лукашенко пытается всеми силами спастись от все достающей руки Путина, поэтому ведет переговоры и выпрашивает политическое убежище в Америке, ссылаясь на то, что его хотят убить. После президентских выборов 2001 год правительство Беларуси приняло решение не продлевать визы наблюдателям из межправительственной организации ОБСЕ, фактически закрыв их офисы. В ответ Европейский Союз и США ввели замораживание активов и запрет на поездки для 50 высокопоставленных белорусских чиновников, включая Лукашенко. Санкции были отменены один раз в конце 2003 года в знак доброй воли, затем вновь введены после сфальсифицированных президентских выборов 2006 года, а затем снова отменены в обмен на освобождение политических заключенных в 2008 году. Это эффективное использование санкций как средство обмена свинца. Некоторые комментаторы говорят, что санкции сработали. Однако в конце 2010 года белорусский режим расправился с политической оппозицией, возникшей после очередных сфальсифицированных президентских выборов, с уровнем насилия, невиданным с 1990-х годов. В ответ ЕС усилил свою программу санкций, запретив всем, кто связан с репрессиями, ездить в Европу и заблокировал их счета в западных банках. Хотя запрет на поездки по-прежнему действует, многим высокопоставленным чиновникам было отказано в визах. Замораживание активов мало что делает, чтобы помешать разграблению национальных ресурсов в Беларуси и инвестированию незаконно полученных доходов в Европу. В 2012 году, например, Певтиев все еще использовал компанию на Мальте. Использование офшорных компаний, особенно на Британских Виргинских островах, не входящих в ЕС, но находящихся под управлением государства-члена ЕС, позволило белорусам безнаказанно вести бизнес в ЕС. Американские дипломаты отметили, что лица, упомянутые в санкционном списке или опасаются быть добавленными в список, использовали своих детей для ведения бизнеса в Европе. Например, дочь бывшего премьер-министра Сергея Сидорского, как полагают, вела бизнес по отмыванию денег в Германии. Эффективность санкций еще больше снижается из-за того, что европейские правительства уделяют приоритетное внимание интересам определенных корпораций. Словения, например, в 2012 году активно пыталась сохранить ЧИЖ вне списка. Компании, принадлежащие ЧИЖу, вели дела со словенским магнатом Енезом Шкрабцем, главой строительной группы Рика. В 2013 году французские депутаты поехали в Минск, чтобы лоббировать интересы французских корпораций, в том числе строительной группы Бауэглас. Могли ли белорусские интересы французских корпораций привести к смягчению дипломатической позиции Парижа в отношении Лукашенко? Некоторые санкции действительно работают. Анатолий Терновский, бизнесмен из санкционного списка ЕС, близкий к президентству, подал на Кипре иск из-за спора с российским олигархом. Одна из его компаний на Британских Виргинских островах владела компанией на Кипре, которая, в свою очередь, владела активами в России. Другими словами, единственной ссылкой на ЕС было то, что компания зарегистрирована на Кипре. В апреле 2013 года Верховный суд Кипра постановил, что он не имел на это права, поскольку это дало бы ему доступ к бизнесу в ЕС.